Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня я вот вырезала черный квадрат. Я его вырезала не один, но показываю один. Не Малевича, а просто черный квадрат 20 на 20 сантиметров из бязи. И я сделала вот такого плана вот шаблончики, потому что я буду вырезать круги. Я сделала сначала 5, но потом вот 8 сантиметров решила убрать и оставила только 13,5, 12, 9,5 и 6 сантиметров. И по этим кружочкам, готовым уже шаблоном, я вырезала кружочки из хлопковой ткани. Тут разные ткани, и бязь, и не бязь. Я не знаю, как они даже называются, эти ткани. Ну, хлопок. И буду делать новое для себя дело, новый лоскутный блок. Этот лоскутный блок называется бычий глаз. Я пока квадратик отложу и займусь кружочками. Мне надо пришить вот маленький кружочек к тому, который побольше. Чтобы не возиться с булавками с разными, я просто взяла вот клеящий карандаш и просто вот мазок один делаю и приклеиваю примерно посередине. Мне не надо вот прямо ровно посередине. Если будет не ровно прямо, даже еще может быть и симпатичнее получится, прикольнее. И вот так вот, отступив, ну, примерно 5 миллиметров, 6 миллиметров от края, я вот так вот прострочу, пришью вот этот вот кружочек маленький к побольше. После того, как пришила, беру свой следующий кружок. Точно так же на нем делаю небольшие мазки клея, чтобы прилепить. И вот так же тоже примерно в центр укладываю. И теперь пристрачиваю вот этот круг к тому, который побольше. Точно так же вот на таком же расстоянии 5 миллиметров. Если делать круги большие, квадрат вот побольше, не 20 на 20, а, например, 30 на 30, то тогда можно и на большем расстоянии от края пришивать. Но у меня круги небольшие, поэтому вот 5-6 миллиметров, ну максимум 7. Девочки, я таких делаю вот 4 заготовочки с кругами. То же самое, я взяла разные совершенно все ткани, вообще все отличаются. Но можно брать там, чтобы повторялись они. Не страшно, если будут повторяться. Мне кажется, я какие-то перепутала тут, которые хотела вот здесь красный с красным, а здесь вот надо было поменять местами вот так вот. Но уже пришила. Теперь, неважно, я думаю, что ничего страшного. Теперь пришиваю вот к самым большим кругам своим, которые у меня 13,5 сантиметров, свои вот эти вот все заготовки. На обратной стороне я вот узелочки завязываю просто. Протягиваю ниточку и завязываю узелочки. Нитки у меня всюду одинаковые. Я взяла вот черные у меня сзади, с задней стороны, и бежевые у меня вот по всем вот этим. Здесь такое многоцветие, что можно любые вообще брать, наверное, нитки, и подойдут любые. Хоть вообще контрастного какого-то цвета. Тут все цвета есть. Ну все, пойду прошивать последние вот круги и приду. Все кружочки у меня готовы, все сшито между собой. И я теперь опять иду к своему квадрату. Ну, к своим квадратам, он у меня не один, как вы понимаете. Значит, что я делаю? Я, видите, уже вот наметила. Я складываю пополам ровно. Мне надо найти серединку. И вот так вот немножечко заглаживаю. Можно даже утюгом, чтобы было повиднее. И в другом направлении тоже пополам. Уголок к уголку. И тоже заглаживаю. У меня получилось такое вот пересечение, его вам видно. И беру, ну давайте я опять со своим вот этим вот. Его тоже могу сложить пополам и определить, где у него серединка. Можно и так еще сложить. И складываем так, чтобы вот в центре он оказался. Все, он у меня в центре. Вы знаете, я, кстати сказать, подумала и решила, что а что я клеем? Потом все вклею в этом будет. Давайте по старинке булавочками скреплять. Почему нет-то? Вы знаете, у меня такой азарт, когда я что-то новое начинаю делать. То, что еще никогда не делала, я все делаю вот прямо на ваших глазах. И мне самой интересно, а что в результате-то получится? Конечно, и все то же самое я делаю
остальными своими 3 кругами и квадратами. Точно так же нахожу серединки и прикалываю. Прикладываю к своему центру квадрата и раскладываю. То складываю, то раскладываю. И закрепляю булавочками. Вообще, конечно, можно на белом было фоне, но надоело мне на белом фоне. Решила я на черном. Видите, не прям вот я ровненько это все делала. Здесь вот узенькая зеленая получилась, здесь пошире. Но это ничего страшного. Я приколола все свои квадраты к кругам, а круги к квадратам. И иду на машинку. И точно так же пришиваю, как я круги к кругам пришивала. Точно так же пришиваю эти круги, самые большие круги, пришиваю к квадратику, отступая 5 миллиметров. Может быть, даже чуть меньше, чтобы вот зелененькое это. Потом, когда края, если растрепятся, чтобы хоть немножко осталось вот этого крайнего круга. И начинаю я вот от сгиба. Вот отсюда начинаю и вот так вот заканчиваю тут же на сгибе. После того, как я пришила все свои круги к фону, к черному, я их буду теперь, свои эти получившиеся блоки, разрезать. Можно использовать вот прям вот эти вот наметки, которые вот мы заглаживали пополам, и вот так на 4 части режу. Вот, поэтому я и говорила вот эту вот начинать и заканчивать. Я-то здесь узелки делала, поэтому мне не обязательно было начинать и заканчивать там, где серединка. Вот, потому что у меня все равно на узелочке здесь все. Но если вы не делаете узелочки и не делаете закрепочки, то тогда начинать и заканчивать от этой отметки середины. Ну вот, беру и прямо по этому сгибу, который я наметила, разрезаю пополам. И то же самое разрезаю также пополам вертикально. Вам не видно? И мне не видно. Уже мне не видно, где у меня эти закрепки, эти наметки были. Вообще я хочу сказать, что, зря я, наверное, клеем их мазала. За счет клея уплотнились эти середины. Лучше уж по старинке булавочками. Хорошо, что я под конец перестала их мазать клеем. Вот серединка и вот серединка. Складываем. Как-то не очень посерединке получилось. Ничего, будем смотреть, что дальше. Точно так же я разрезаю все свои остальные 3 квадрата. Я не буду прям каждый показывать. Вернусь, когда порежу. Я разрезала все свои 4 квадрата. И теперь я из каждого квадрата беру по одному кусочку и кладу и создаю новый блок. Видите? И мне теперь их надо между собой сшить. Но у нас-то тут очень много слоев ткани. Вы же видите, мы тут еще я их приклеивала еще. Поэтому, прежде чем сшивать все эти слои, клей этот, вот зря я вот чувствовала, что зря. Этот у меня вон отлепился, отпоролся, пока я отдирала. Сейчас я его пришью и вернусь. Пришила и вернулась. Вот смотрите, я вот эти 3 слоя, которые внутри от больших кругов, я их просто обрежу. Потому что у нас в центре, иначе будет уж очень толстый центр. Смотрите, здесь 4 слоя и 5-й черный. И здесь также 5 и 5, 10 уже слоев. А потом, когда вместе мы станем сшивать, что делать? Поэтому я у каждой четвертинки обрежу внутри. Можно и заднюю часть тоже обрезать, но я не буду. Я буду обрезать только вот 3 больших круга. Это я перемудрила, когда клей использовала. Зря я его купила. Попался перед 1 сентября. Короче, понятно, да? Я сейчас буду отклеивать и отрезать. Начала я вырезать эти серединки. И что я хочу сказать? Если вы делаете этот блок вот большой, например, на сумку, вы только вот такой вот блок делаете, да, то
можно вырезать все лишние ткани. У меня получается вот это вот настолько маленький, здесь 2 сантиметра и 2 сантиметра, что вот тот кусочек, к которому он пришит, если я начинаю их отделять, особенно за счет того, что я склеила, то у меня отпарывается, здесь же не без закрепок, без всего, у меня отпарывается этот кусок, его надо будет каждый раз пришивать. Поэтому я приняла решение обрезать только 2 слоя ткани, и вот 2 слоя ткани я обрезала уже. И я хочу сказать, можно вот так вот сшить, конечно. А можно, если вы, допустим, хотите одеяло какое-то шить в таком стиле, можно ведь и вот так вот как-то располагать эти блоки. Да хоть вообще вот так вот, а в серединке будет только черная. Вы смотрите сами, это уже как бы игра с этим блоком, можно по-разному. Можно вообще вот оставить вот так вот. Вот, только вот такой вот. Ну, а я вот так вот буду сшивать. Пошла на машинку. А еще я хотела сказать, вот с одного вот этого вот блока, вот у меня обрезков вот столько. Если у вас будет блок большой, то обрезков будет, конечно, побольше, они будут сами по себе. Но в этом случае тогда их можно в крамп-квилт или в пиццу куда-то использовать. Ну, вот эти вот только в пиццу, конечно, маленькие совсем. После того, как я сшила между собой свои вот четвертинки квадратов, я их выровняла, эти квадраты, и перевела, у меня получилось 17 на 17 сантиметров. Но это потому, девочки, получилось, что я, когда разрезала вот по сгибам, а не по линейке, на 4 части каждый квадрат, в результате получилось у меня неправильно, я порезала, ну и из-за этого потом все пошло в кривь и в кось. Ну, значит, в следующий раз я буду умнее и не буду лениться, а проверю все и порежу все ровненько, хорошо, и в результате у меня получится классно все. И без отходов. Если вы будете делать из таких блоков одеяло, то его надо, конечно, потом будет стягать. Как стягать такие блоки, я покажу уже в следующем видео. Буду что-то делать из этой заготовочки и заодно покажу, как стягать. И, конечно, вы можете сказать, что ну вот края не обработанные, будут трепаться. Но мы иногда специально делаем необработанные, чтобы трепалось, еще и сами растрепываем. Вот синель, например. Растрепываем же специально, и эти растрепыши очень красиво смотрятся и прикольно, современно, модно, стильно. Я вообще не перестаю удивляться, какой разнообразный пэтчворк бывает. И ровненько все, и аккуратненько. И вот эти вот растрепанные все равно это пэтчворк, и все равно это классно и модно. И все равно одеяло или любая вещь в этом стиле получится уникальной и вообще просто необыкновенно красивой. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, узнали что-то для себя новое, полезное, ставьте лайк, пишите свои комментарии, я их с удовольствием прочитаю и отвечу. И если не подписаны, конечно, подпишитесь. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.